Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Пока Дилан и Сабиха Ханем разговаривают, Гуль видит их. Дилан жадно хватает ожерелье, предложенное Сабихой Ханем, и Сабиха Ханем уходит. Пока Дилан отчаянно плакал и думал, что делать, к нему приходит Гуль и спрашивает, чего Сабиха хочет от Дилана, чтобы она все услышала. Дилан не хочет этого говорить, но Гуль складывает все воедино и выясняет, почему она так поступила с Бараном. Конечно, Дилан этого не принимает, но Гуль угрожает рассказать Барану о том, что она видела, чтобы Дилан мог рассказать. Джевдет дарит Цеврии купленный им цветок, говорит, что очень любит ее, и извиняется. Тем временем госпожа Мелтем наблюдала за ними. Когда Дилан говорит «не заставляйте меня, я не могу объяснить», Гуль спрашивает «почему?». Дилан говорит «потому что я очень люблю Барана». Однако Гуль не сдается и хочет помочь Дилану и держать его за руку. Наконец он объясняет, что если я не сделаю то, что он говорит, он ответит Барану. Гуль, мистер Бэрон очень силен, даже если он скажет «приди и расскажи им все», он не сможет заставить Дилан принять это. Госпожа Сабиха организует для Хевина репортажную трансляцию момента, когда Баран потерял сознание в социальных сетях. Гуль изо всех сил пытается убедить Дилана, но у него ничего не получается. Впоследствии, когда они покидают Дилан Гуль, видно, что за ними тайно наблюдает мужчина. Когда Дилан приходит в зону запуска, он вспоминает, что сказал Баран, и Баран тоже дает интервью. Пока Бэрон говорит, он ловит взгляд на Дилане, который наблюдает за ним с небольшого расстояния. Дилан говорит себе «прости меня, я должна сделать это, чтобы спасти твою жизнь», и уходит, глядя в глаза Барану. Дилан входит в комнату Барана и пытается открыть сейф. Тем временем Джихан приходит в кабинет, чтобы забрать файл, который хотел Баран. Дилан помнит, как Бэрон показал ей пароль. Баран говорит, что я тебе очень доверяю, мы скоро станем мужем и женой, знать пароль не вредно. Пока Дилан пытается найти пароль от сейфа, в комнату входит Джихан. Дилан тут же прячется под стол. Как только Джихан уходит, Дилан достает из сейфа шкатулку с ожерельем и в тот момент не хочет этого делать, но ей на ум приходит угроза Сабихи Ханем. Она кладет ожерелье рядом и очень не решается, делать это или нет. Когда Керем Баран хочет рассказать что-то важное о гостях, приезжающих из-за границы, Баран предлагает пойти к нему в кабинет. Дилан сменил ожерелье и оставил его обратно в сейфе. Собираясь выйти за дверь, он слышит шаги и прячется. Бэрон злится, когда Керем сообщает ему, что в отеле, где остановятся гости, возникла проблема. Затем его взгляд замечает балконную дверь, он задается вопросом, почему это место открыто, подходит и смотрит. Когда он собирался выйти из комнаты, его взгляд упал на шкаф, в котором находился сейф, потому что он был оставлен приоткрытым. Когда Керем спрашивает, что произошло, он отвечает, что это пустяки. После них Дилан выходит из комнаты и идет в свою комнату. И пока она искала себе платье, пришел Баран и сказал: «Я тебя не приглашал, я не позволю тебе стать свидетелем моего самого счастливого дня. Сеятбей и Цеврии должны куда-то пойти вместе». Они поручают Егмур Гэже Мельтем. Дилан думает о том, что сказал Бэрон, расстраивается и плачет одна в своей комнате, потому что ненавидит меня. В дверь стучат, приходит Гуль и говорит Дилану, что он ей любопытен. Дилан объясняет, что Сабиха Ханем испортила все его отношения с Бараном. Когда она говорит «я совершила большие ошибки, чтобы защитить Барана», Гуль советует Гэже Сабихе: «вы очень любите друг друга, не позволяйте ей разрушить ваши отношения». После слов Дилан Гуль она решает, что больше не позволит нашей любви исчезнуть. Госпожа Сабиха ждет перед экраном, чтобы увидеть, как будет разрушена репутация Барана. Когда господин Кудрет спрашивает, почему Дилан не пришел, Бран отвечает, что он на самом деле был готов, но был болен и был парализован.
Господин Кудрет звонит Кадер Ханым и сообщает ей, что у нее сильная головная боль, дайте ей лекарство, приготовьте его и приходите к мужу, чтобы она не оставляла барана одного в такую ночь. Когда госпожа Кадер приходит в комнату, она видит Гуля и Дилан вместе, и поскольку господин Кудрет ничего не знает, он хочет, чтобы его невеста спустилась вниз, говорит, что она должна быть на семейной фотографии, и велит ей собраться и спуститься вниз. Дилан одевается и спускается вниз. В тот момент, когда Бэрон видит ее, он замирает и смотрит на Дилана во все свои линзы. После того, как снимок был сделан, Дилан приходит к Бэрону, и они с любовью смотрят друг на друга. Господин Кудрет спрашивает Дилана: «Ты чувствуешь себя лучше?» Дилан улыбается, а затем, когда тетя Джихан говорит, что ты очень красивая, Дилан благодарит ее. Господин Кудрет заставляет всех замолчать и произносит речь. Он хочет подарить письмо, которое осталось на память от его жены Эйтен, своей невестке Дилан, а затем дает его носить барану. «Господин Кудрет, наша с вашей матерью любовь осталась незавершенной, мы не смогли ее прожить, он желает, чтобы вы прожили всю жизнь». Затем он говорит барану: «Чего ты ждешь? Надень это». Баран говорит: «Не волнуйся, надев это. Наша любовь не такая чистая, как их». И вот пришло время выставить работы барана. Когда ожерелье открывается, Сабиха сходит с ума от гнева. И он говорит: «Я не несу ответственности за то, что будет дальше». Семья фотографируется перед ожерельем. Джихан говорит, что видео с дизайном барана много смотрели в социальных сетях. Пока баран, господин Кудрет и Джихан смотрят друг на друга, Дилан говорит: «Я так рада. ». Сказав эти слова, баран пристально смотрит на него. Дилан говорит Бэрону: «Я хочу с тобой кое о чем поговорить», но баран говорит: «Не сейчас», и уходит. Затем она как сумасшедшая ищет барана повсюду, но не может его найти. Когда через некоторое время она видит барана, она радуется, что с ним все в порядке. Дилан думает: «Мне нужно рассказать тебе все как можно скорее». Когда Цеврия возвращается домой, они понимают, что госпожа Мельтем похитила Ягмура, и Цеврия опустошена. Пока Бэрон сидит в саду, довольный тем, что счастливо проведет ночь, Дилан наблюдает за ним сзади. Бэрон идет на прогулку, а Дилан следует за ним. Пока Бэрон просто стоит и смотрит на сад, Дилан смотрит на него сзади и говорит себе: «Я расскажу тебе все, что произошло». «Я не должен тебя расстраивать». Он спрашивает: «Разве человек расстраивает того, кого любит?» Собираясь подойти к нему, он замечает свет, направленный на барана. И он кричит: «Баран!», но уже слишком поздно, и баран ранен в плечо. Дилан падает на землю, а баран падает на землю, глядя на Дилана. Затем Дилан подбегает к нему и держит его голову на коленях. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.